Друзья, всем привет! Рада вас снова видеть на нашем канале. Сегодня мы собрались с Мириком, Димой и Даньком, чтобы посидеть, поговорить о прошлом, порассуждать о будущем Counter-Strike, в целом обсудить новости и просто хорошо провести время, поболтать. Ребята, сезон подошел к концу. У вас какие мысли вообще по этому поводу? Что вы думаете? Вы добились всего, чего хотели, или чего-то не хватило? Да, добились всего, чего хотели. Победы на PGL Астана. Именно этого мы хотели весь сезон. Мы к нему шли и добились. Я сидел, тренировался, думал, блядь, как же я разъебал всех на Астане, блядь. И я смог. Получилось. И я разъебал. И я чемпион. Марко Ройс чемпион. На больше рассчитывали, чем то, чего мы добились в этом сезоне, очевидно. С точки зрения общей картины, если брать просто в вакууме нашу команду и, то есть не брать предыдущий год, допустим, это все равно сезон успешен. То есть у нас 2 титула, хоть там и один, можно сказать, тир полтора, но все же у нас есть 1 титул. Мы топ-2 команда в этом сезоне по титулам, то есть, топ-1 очевидно Vitality. И то есть в целом-то, если брать, в общем-то, это можно назвать каким-то успешным сезоном, потому что мы все-таки выиграли хоть что-либо. Но, думаю, наши амбиции не соответствуют нашим результатам. А индивидуально как? Охуенно. Сейбок. Мирик, ты недоволен собой? Чего не хватило Всего. конкретно? Буквально всего. Перечислить? Давай. Crosshair placement, movement, стрейфов, позиционки, разыгрывание клатчей, подсчеты экономики. Что еще есть? Все, короче. Так, в принципе, как каждому можно сказать. Все это симптомы, правда? Не важно. То есть психология, то есть менталка, то есть менталитет, то есть майндсет, то есть грайндсет, то есть мамба-менталитет. Это один из аспектов. Да. Соответственно, вопрос. А как улучшиться в этом аспекте? Я не знаю. Давай подумаем об этом. Я тоже не знаю. У тебя какие мысли, Дим? Гриндить больше? Мне кажется, нужно ставить железный слиток себе в бошку просто и все. В каком плане? Что это даст? Просто камнем стать и все. Безэмоционально? Да. Ты считаешь, что эмоции препятствуют какому-то вашему идеалу индивидуальному? Палка о 2 концов. Типа, допустим, моя эмоциональность, она как подпитывает и сильно меня мотивирует, так и может забирать большое количество сил, которые я бы мог лучше потратить, распорядиться лучше. Но, условно, уверен ли я в том, что смог бы я так выдавать такой перформанс, если бы у меня не было этих эмоций, я не думаю. Мирик, а как я помню на мажоре эти долгая игра на Мираже, ты оказывался в клатче просто безумно, когда ты откинул смог, пошел диффузить, и ты сидишь, весь зал орет, и буквально вчера еще увидел ролик, где просто они подкидывают стаканы, там сидят, они прям ликуют. Реакция Мирика просто 0. У меня руки влажные просто. На арене. Я помню этот момент. Потели ладошки. Крутой момент был. Нет, я больше не про то, что ладошки вспотели, а про то, как ты эмоционально это переживаешь. Ты вообще, что ты чувствуешь в такие моменты? На дистанции это не имеет значения. На самом деле, как часто, мы видим, как какой-то игрок взрывается после победы в клатче, на самом деле. Я, по-моему, встал по столу ёбнул. Хорош. Не, момент сам по себе очень крутой был, вот все. Просто до допа вытащили. 1 в 3, да, там вроде Мирик был. Сколько мы клатч выиграли, там, если на каждом эмоционирует, там можно просто сдохнуть. Не хочется к концу эту игру игры. вспоминать, если честно. К концу карты можно просто сдохнуть, скорее всего. А это выматывает, да? Что? Да. Даже если это положительные эмоции. Да, Да, конечно. да. Я вообще там эмоционировал сильно, и на Мираже так точно, потому что было очень много крутых моментов. Но... Я ненавижу Мираж. Да, я тоже. В любом случае, много эмоций отдали, и тяжеловато было потом. Лично мне точно. Да, я поймал себя на мысли после карты, даже если бы я ее проебал, это все равно пиздец, какая кайфовая карта, на самом деле, если в десанту смотреть в долгу. Каждый раунд затяжной какой-либо был, и, клатч постоянно, ретейк какой-либо. Мажор забрали Vitality, который весь сезон просто катком по всем турнирам проходит. 7 трофеев. Что с ними? Как их обыгрывать? Складывается ощущение, что это криптонит для всех, и как будто светлого будущего не видно в этом плане. Они вообще ни одну Best of 3 не проиграли, кроме туркам. И, Legacy это такое, они просто чокнули. Они вообще всех выиграли за сезон, это очень жестко. Я не знаю даже, что. Во-первых, они играют очень давно вместе, костяк у них, за его Apex и еще кто, я не помню, третий. FMZ. Фламес, да, уже года 2, да, они точно еще с CSGO, я помню. Поэтому
Мези, в принципе, поднабрал форму, хорошо стал играть на своих позициях, потому что он очень сильно их поменял вроде бы. И Робс просто дополнил их тем самым, то, что он может и агрессивно играть, и пассивно играть, и много чего он принес в фейзов для них, это что-то новое. В любом случае, может, они ничего не добавили, но они круто начали антистратить, как по мне. Это мое мнение, потому что много против них играли. Новая кровь, и Робс сам в форме тоже. И тем самым вот такой произошел бум, можно сказать. А как они с менталкой справляются, это уже я не знаю. Потому что они выиграли все Best of 3, и причем они были close. Мы вот играли против них в Португалии. Я думаю, могли их выиграть. Мы на Мираже просто отдали там Эко вроде или Форс, я помню эту игру до сих пор. Но в матче своей они никого не проиграли. Они очевидный там топ-1 мира в этом сезоне и вообще, наверное, в этом году будет. Как их обыграть? Не знаю, для меня на данный момент их обыграть, если даже кто-то их обыграет, это уже не то, потому что они выиграли все. У них есть мотивация, но у них нет такой мотивации, как было на мажоре. Поэтому, мне кажется, если даже кто-то выиграет, это уже совсем другое немного. Это игра немного спадет, мне кажется, и просто они будут уже не так сильно мотивированы, как в этом сезоне. Вот. И поэтому посмотрим, как они будут играть дальше. Главное, как мы будем играть. Я думаю, просто они очень жестко стакнулись. Если даже просто смотреть на них со стороны, то, как они там разговаривают, ведут себя и так далее, ну, там проводят время и так далее, что с хорошей атмосферой из-за того, что чувы очень много работают, прям, ну, дохуища. Они, причем все 5 дохуища работают, типа, вот прям вообще не покладая рук. Ну, соответственно, так это выливается, что, типа, ты хорошо стакаешься, ты дохуя работаешь, вот и взрыв, вот, типа, вот так и бум случается. В моем понимании это так и происходит, что, типа, у тебя стакается команда хорошо по менталке, наверное, что, типа, ну, там нет токсика какого-либо, то есть там, может, наверное, один апекс намашнить и все, но в целом у них нет такого, что они играют в разное, и они все как будто придерживаются одной какой-то философии и одной какой-то мысли, и они уже от этого какие-то вилки строят. То есть в моем понимании, я думаю, они беспрекословно просто подчиняются Апексу, что, в принципе, ну, в моем понимании так и должно быть, потому что Апекс капитан, все такое. И при этом у них также балансные все пары, где чувы играют плюс-минус в одно. То есть у них нет такого, что они играют в разное, как я уже и сказал ранее. Когда в команде хорошая атмосфера, когда вы все много работаете, это по-любому будет вам помогать выдавать жесткий перформанс. Естественно, они это и показывают. Про мотивацию и так далее, я думаю, что даже если она и уменьшится у них во втором сезоне, они там суд кому-то, она вернется обратно, потому что они хотят выиграть второй Гранд Слэм, они хотят выиграть второй мажор, они хотят построить эру. Это типа секундная херня. Типа они потеряют мотивацию, суд кому-то, если такое будет, и вернут обратно ее. И все это. Ну, Робс, очевидно, стал усилением. Ну, я думаю, что Робс улучшил сильно команду тем, что просто атмосфера у них улучшилась, потому что, допустим, если раньше были типа слухи, допустим, что когда играл Спинкс, что они хотят кикнуть Мези, ну, что Спинксу там не нравится играть Мези, все такое, что Спинксу не нравится, как играет Мези и так далее, то вот, когда с приходом Робса видно, что Мези резко засиял, при том, что у него плюс-минус остались те же паттерны и те же мувы, но он прям засиял, он прям хорошо начал играть. Я не считаю, что чел может магическим образом набрать какую-то ебанутую форму и начать всех убивать вантапами на протяжении полугода. Это может быть какой-то, ну, просто один ивент он может такой провести успешно, но когда это на протяжении полугода, это значит, что у человека что-то позволяет ему держать его в тонусе. Видимо, это стал приход Робса и улучшение атмосферы в их команде. Мирик, вот у тебя стиль игры похож на Робса. Вот ты как считаешь, что он привнес в Vitality? Ну, прежде всего опыт, потому что так получилось, что в этой команде 5 игроков с опытом, пускай до первой победы, по сути, у Мези не было трофеев, Фламеза тоже не особо, но... Баста, Геймер Сейд. Нет, я понимаю, но это не сравнится с количеством трофеев у Робса или у Апекса или у Зайву. Да. Поэтому в целом, из того, что я слышал, этой команде просто нужна была замена. И когда команда понимает, и игроки понимают, то, что, скажем так, их уровня достаточно для того, чтобы выигрывать турниры, но они этого не делают, они долго не выигрывают турниры, потом меняют игрока, получают игрока, который является, возможно, лучшим игроком на своей роли за все время, они выигрывают первый турнир, дальше становится проще, потому что у людей есть уверенность, и остальные как бы, ну, можно сказать, боятся. Потому что первый турнир, который они выиграли, это был Готовиться. Фаворитами в финале были мы, но мы проиграли 0-3. Это говорит о том, что в какой-то конкретный момент времени команда Vitality имеет серьезный отрыв от других.
И дальше другим просто тяжело во многом просто уверенно заходить в матч против них. И можно сказать, что они просто воспользовались случаем. Ну, как бы заслуженно, но некоторые вещи стакнулись. И это позволило им иметь вообще такой сетап ситуации, в которой что-то подобное за сезон может произойти. И они просто этим воспользовались. Хоть они и могли много раз проиграть кому-то. Ну, ты вот сказал про страх перед ними. Это очень сильно роляет на профессиональной сцене. Ну да, ребята играли, там команда выигрывает там 3 чемпа подряд, 4. Это не страх, это разные вещи. А что ты имел в виду тогда? Суть не в том, что ты боишься играть против людей, а в том, что ты думаешь, у тебя недостаточно метрик, и у тебя недостаточно дистанции для того, чтобы оценивать адекватно разрыв команды от других, если они выиграют матчи подряд. Это эффект ореола такой, на самом деле, потому что когда команда выигрывает всех, она никому не проигрывает, ты не понимаешь, насколько они сильнее. И тебе приходится заходить в матч против них, не особо понимая, что ты увидишь. И когда ты понимаешь, что люди просто не проигрывают раунды, которые должны проигрывать, они выигрывают в меньшинстве, они выигрывают с пистолетами и так далее, тебе просто тяжело. Это забирает фокус, это забирает уверенность и так далее. Когда ты видишь это в демках, то же самое. Но это не страх физический, как, я не знаю, перед медведем. Типа люди заходят на сервер против Виталиса и думают, что они типа сильнее уже, типа? Нет. Почему мы рассуждаем с точки зрения, насколько они сильнее, типа? Если вы априори думаете, что чел сильнее, то... Суть в том, что ты не можешь это оценивать, ты просто Так а нахуя видишь... мне оценивать, насколько чего сильнее меня, типа, вот просто Суть не в нахуя? этом, у тебя есть единственная объективная метрика, это статистика. Если ты берешь во внимание только объективные метрики, то получается так, что одна команда сильнее других. И в любом случае ты будешь заходить и играть против них, понимая, что эта команда отличается от других. И многих это затрагивает. Многим это мешает. Мы играли против них 4 раза, и у нас одна игра только была нормальная против них. Это в Лиссабоне. А остальные, блядь, мы играли там 3 раза или 4, я не помню. И все остальные 3 игры, кроме Португалии, это была очень странная игра. Вообще просто... Мы как команда просто почему-то вообще не играли против них так, как мы можем играть. Там множество факторов вообще, типа, можно много об этом говорить, но просто не происходит там ситуаций таких, которые происходят, типа, что-то какая-то инфа другая или еще что-то. Там много-много всего до кучи, получается так, что мы там проигрываем самые глупые раунды, как там Мези выходит в джангл, убивает 3, или в КТ он убивает 3. Вот это если я только нашу команду беру, а другие я не знаю. Если про нашу говорить, ты говоришь, что это инфа другая, еще что-то другое. Ну там я Что просто конкретно? помню. Ну не, я просто помню какие-то моменты, просто то, что... Можешь пару Допустим, примеров? мы играем там против челов, которые, допустим, я не знаю, там, маус тех же, вот, допустим, брать, мажор. Даем четко инфу, понимаем, что мы делаем, что они делают. Мы понимаем, против этого играть, все такое. И мы как команда, наверное, там в хорошей форме находились, допустим, на мажоре, я считаю. А там какие-то матчи, которые мы играли против Виталиса, мы просто, как команда, как механизм, мы работали хуже, и тем самым такие счета были. А, допустим, вот матч, когда мы играли в Лиссабоне, это играли 2 равные команды, как по мне, потому что ничего там сложного или тяжелого против них не было. Команда, когда против них заходит, у них вот какая-то, мне кажется, вот такая же тема, которая происходила там у нас в пару матчах. То, что там можно хоть миллион раз говорить, там, боишься, не боишься, что-то там не работает. Просто факт в том, что множество моментов роляют в игре. И когда ты, если ты будешь заходить так же, как они, типа в нормальном настрое, в нормальном фокусе, не будешь проигрывать им меньшинство, ну, свое большинство забирать, то, в принципе, будет нормально. Ну, и там, помимо этого, там, подготовка, все такое. Ну, то есть вопрос типа в том, что достаточно ли качественно мы играем игру, а не в том, что насколько они хороши. То есть, а что влияет на то, как качественно мы играем игру, мы не знаем. Получается, что типа это не они сильные, а мы хуёвые. Мы просто не можем нормально качественно сыграть против них по каким-то причинам, которые мы не знаем. Ну, предположи. Ну, мы выводы делали, типа, какие-то. Мы выводы делаем, улучшаемся, и просто с ними не встречаемся. Допустим, может быть, если бы мы сыграли после этих выводов еще раз матч, там, не на вылет бы мы играли, а в группе, а потом в сингле на вылет, может быть, что-то изменилось. Понял? То есть мы проиграли там 2, я помню, официалки, тоже сильно. Вот. Много что от них взяли, разобрали эту игру, посмотрели, как мы себя чувствовали там, все такое, и мы улучшились. В этом плане, если вы, может, еще раз с ними сыграли, могло бы быть иначе. Но в любом случае, они нам 4-0, что ли, нас выиграли в этом сезоне. Вот. Я просто единственный матч помню с Португалией, а остальные матчи очень плохо помню, они нас просто, ну, разнесли, я помню, какой там, как было, вот. А все остальное, да не имеет значения, ничего. Улучшимся, выводим посильнее и выиграем. Как вы думаете, сколько этот стрик может продолжаться? Я думаю, что в этом сезоне уже не будет стрика. Я думаю, на Кёльне закончится.
Думаешь, на Кёльне кончится? Да, я думаю, да. С чем ты это связываешь? Киосуки у нас- приходит. Да, вот. Возможно, решафлы как-то, может, поменяют. Может, они не будут готовы. Киосуки будет ебать зайбу, все просто. Вот окей, переходим вот про Киосуки. Новая итерация фальконов. Как играть с 4 агрессивными игроками? Как нехуй. Кто там агрессивный? Перечисли мне. Моноси, Киосуки, все. Ника просто спейстейкер, но не агрессивный. Если посмотреть с той точки зрения, что, ну, Максим, он же играл, он был старплеером в Академке, и сейчас он занимает позицию опорника. Нет. Но он будет свои споты играть, какие он играл в Академике. Там только один спот поменяется, он будет на нюке играть рампу вместо... или дверь вместо улицы, и все. Только один спот у него поменяется, остальное он свое будет играть. Общество сейчас разделяется буквально на 2 лагеря. Одни говорят, что это ультимативная команда сегодня. Фальконы будут показывать жесткий перформанс. Другие говорят, что это, наоборот, задушит его. Ну, очевидно, потому что это кот в мешке. Типа, он делает резкий скачок на тир-1, переходит в интернациональную команду, и, ну, очевидно, что ему будет тяжело первое время перформанс выдавать. Ну, то есть он вообще не просто выходит из зоны комфорта прям ебанутый, и, типа, ну, соответственно, конечно, типа, пока остается только гадать, как он будет выдавать перформанс. Потому что, условно, там, в моем понимании, механических навыков недостаточно, чтобы хорошо играть на тир-1. То есть у тебя должна, ну, КС — это игра про менталку, а не про какие твои навыки. И если он сможет сохранить ту менталку, которая у него была там, условно, на его уровне, то вот он будет хорошо играть. Типа, он вряд ли сможет выдавать такие же цифры, как в Академии, потому что все-таки у него еще 2 звезды помимо него. Но факт есть факт, он будет хорошо играть. Ну, а как вы думаете, вот имея 2 звезды вот эти вот в команде, существует ли шанс, что они не дадут ему засиять, и это будет сказываться на нем в целом, как на игроке? Все зависит от того, как его будет использовать просто. Если у них, допустим, цель использовать его, выпускать там, условно, первым, чтобы он, типа, давал размен, где у Мальпса в G2 играет с Моноси Ника, то я думаю, что, ну, хз. Но если еще существует опция того, что у них есть Тесос в коллективе, который эту роль сейчас делает на многих раундах, Ну, и вообще, в Коксан принципе, может везде. Ну, Коксич гранаты накидывает. А Тесос, типа, он такой выбегает везде, что-то размен, в общем, находит, ну, что, возможно, будет делать Максим, потому что, типа, он механически там жесткий, да. Существует опция того, что Максим будет доигрывать раунды, типа, с Моноси и Ника, там, ну, потому что троица супер жестких механических игроков, и в клатче это вот как раз там про механику и так далее, где-то типа кнопку нажать и попасть в вибу. Это уже симпатично, это очень... И это причем подходит Максиму по стилю. А что будет с Ника тогда? Что с Ника? Где будет играть Ника? Доигрывать просто клатчи и так далее. Я думаю, это ничего сложного для него нет. У Ника же нет, мне кажется, амбиций быть там супер жестким на Так думаешь? в топ-5, ну, конечно. Если бы у него были такие амбиции, ну, это другое. Он просто играет на своей роли. Вот он приходит, ему дают роли, он играет их. У него есть удобные роли, которые он хорошо играет. Но просто, когда приходит Киосуки, он должен роли некоторые отдать. Так он не будет пересаживаться, он будет играть фул на своих ролях. У него ничего не меняется. И Максим идеально по ролям подходит из тех, что он играл в Ну вот, Академике. ну, допустим так, там... И у него роли вообще у Ника никак не поменяются. Он будет играть свои. А на Нюке? Максим За подменится. атаку? Че? Где играть будет? Максим? Вот это вот эти Вот хорошие видишь, вопросы. я тебе про это. У Ника просто амбиции выигрывать чемпы. Вот. А какие амбиции у Киосуки и Моноси, это другое. А как они будут играть, ну, посмотрим на Кёльне. Типа об этом не стоит рассуждать. Киосуки будет за его. Ну, единственный вопрос с позиции за атаку. Я не знаю, что он будет играть. Ну то есть, если он за КТ будет на Б прыгать и дропать МК и калаши, то, в принципе, он будет За так же КТ, ебашить 1,5 рейтинга. За КТ все равно, на самом деле. Потому что если у тебя, по сути, у тебя 2 керри-плеера, это Ника и Моноси, и у тебя в одной из точек стоит Киосуки, ну, меня это устраивает. В целом, если бы я был каким-нибудь менеджером или тренером. Я думаю, это нормально. Нет, ну тебя может устраивать, а Киосуки-то Да, устраивает? вопрос в игроке. И Киосуки-то устраивает? Короче, Ника — это просто чувак, который собирает инфу за КТ и много колет. Если у Ника будут такие же роли, и Киосуки не будет с ними стакаться, то нормально. Я не знаю просто, вообще, какие они роли играют. Мне вообще... Если Киосуки там играет, значит, его устраивает? Да, или ну, нет? да, мне кажется, да, если он туда перешел. Ну, Значит, всё. они обсудили это. И поэтому посмотрим, в общем, Кёльн они сыграют, и мы посмотрим и решим, и с ними сыграем, надеюсь. Потому что они вроде нас выигрывали же всегда. Ну, не Фальконс, а компашка Ника, Моноси. Поэтому будет интересно против них поиграть. Самая большая проблема была Мальпс всегда. Ну, когда Мальч был, да, есть такое. Поэтому посмотрим, в общем. Все еще пишут, что Мальч, да. было бы круто туда еще бита. Если в Фальконах будет еще бит. Я не понимаю, вообще кто это, смерть. кто это пишет? Я что-то понять не Берем знаю, всех. Бита, Джимпхата, всех старлей.
Всех жестких берем просто и все. Ну, на самом деле, если без шуток, то это подходит. Но хз, типа, как за теров они там будут играть. За КТ подходит охуенно. Из Нави ушел GL, и, насколько я понял, он ушел, это было обоюдное решение, то есть... Обоюдно. Обоюдно, да. Сторона организации и GL, они сошлись на том, чтобы он ушел. Во влоге своем я смотрел, он говорил, что хочет заняться собой. Он в то же время упомянул ментальное здоровье. Как вы думаете, какие факторы могли повлиять на принятие такого решения? Уйти, ну, буквально в отпуск, он сказал, что месяцев 6, может, меньше, не будет играть. На самом деле, это не первый раз, когда он говорит что-то подобное. Это было примерно несколько месяцев после того, как они выиграли мажор. Ну, есть у него какие-то склонности, скажем так, к самовыгоранию. Возможно, недостаточно оптимизирует, скажем так, то, как он проводит свое время в основном вне как раз-таки тренировок, в свободное время. Я думаю, это будет происходить чаще из-за увеличения количества турниров. Что в любом случае, по картам может и не так, может карты не больше, чем было раньше. Но для меня текущий график выглядит таким образом, что командам в любом случае будет необходимо скипать турниры. Но как именно это будет работать? То есть в скипе турниров есть, очевидно, минусы. Это потенциальная потеря формы, потеря очков и недостаток игровой практики не в плане формы, а в плане вообще понимания, что такое официальный матч. Текущий график, он минусовый как и для игроков, так и для зрителей. Потому что когда ты, допустим, зритель, и у тебя турниров много, один конкретный турнир, конкретный матч имеет меньше значения, меньше интереса, чем это было бы, если бы турниров было меньше. В среднем на одной трансляции будет меньше людей. Я как бы не обладаю прям точными статистическими показателями, насколько это выгодно там для рекламодателей, спонсоров и так далее. Но, как мне кажется, мне как зритель и мне как игроку хуже, когда турниров больше. Мне кажется, их должно быть просто чуть меньше, не сильно меньше, потому что, ну, как мне кажется, не должно быть и больших перерывов, но не в таком количестве. Я думаю, для Джейля он ушел, там вопрос мотивации, ну, вопрос того, что он выгорел. Допустим, когда я играл в другом коллективе, у нас тоже турниры были, ну, примерно как сейчас, то есть мы ничего не скипали, а тут для меня в новинку то, что мы пропускаем некие турниры. И когда ты так много играешь, ты просто, ну, слово выгорание, помимо этого, как команда себя ощущает, когда она все турниры проигрывает, и человек, которому не безразлично исход, ну, результат, он уже начинает сомневаться в своих силах, сомневаться в команде, и это плохо влияет как и на команду, так и на него. Поэтому я думаю, что Джейль как игрок хорошо играет. Он сделал правильное решение, что если ему не нравится на данный момент играть, он это предложил там Нави, и поговорил с командой, и они обоюдно решили, что давайте он отдохнет, то это круто, потому что, мне кажется, это для него пойдет в плюс. У меня был такой момент, когда я уходил с Cloud9, для меня какой-то период времени, то, что я просто отдыхал, грубо говоря, там месяца 3, я не помню сколько, для меня это помогло, потому что потом со временем я понял, что я просто выгорел, играя там в одном коллективе, вот, и поэтому думаю, что как и для Нави, так и для GL это будет только в плюс. Но я говорю, вот я Мирик рассказывал, и также, мне кажется, с Броки произошло, что они очень много турниров играли, ничего не скипали, насыщенность большая, зрелищность тоже большая, и тем самым он просто немножечко устал. И сейчас вот он там... Я не знаю, как это происходило, но мне кажется, он просто устал, они это все обговаривали, и в итоге он сейчас вернулся, и мне кажется, он будет намного-намного лучше играть от того, как он играл вот там, допустим, полгода, и у него хейт был сильный. Вот. Как вот у вас ощущения после вот этого сезона? Я так понимаю, это первый раз, когда вы в таком составе, у вас такой плотный график. К концу сезона вы чувствовали сильную усталость? Физическую, моральную, может, друг от друга, я не знаю. Из-за того, что мы пропускаем турниры, и менеджмент подходит так, чтобы мы всегда были в хорошем эмоциональном состоянии, то сильно это не выражается. Ты только со временем поймешь, что и как, почему на тебя влияет. Во время турнира ты не можешь это понимать, мне кажется, если у тебя нет должного опыта. Теперь так устроено, что мы какие-то турниры пропускаем, как я уже сказал, и тем самым, наверное, мы не так сильно устаем относительно других игроков, которые
играют в КС, потому что у нас достаточно и выходных, и достаточно тренировочных дней, как больше структурированно подходим к этому вопросу. Я думаю, что у нас с этим все нормально. Говоря о решафлах, у нас новый игрок в команде, Ваня Звейх. Я знаю, что решение о замене принимаете не вы, а менеджмент, но мне интересно послушать, что вы думаете о нем как об игроке. Удавалось ли с ним встречаться, может, вы на фейсте? Ну, я вот поиграл с ним пару игр, познакомились, поиграл с ним. И до этого играл, на самом деле, там пару игр, наверное. Ну, нормально, что, индивидуально хорош. Остальное, так как мы немного практиковались вместе, не могу сказать. Просто приятный молодой человек, вроде хорошо играет. Я с ним играл, мне было приятно, в принципе, мне понравилось. Данек, ты упомянул Ваню на премии ХЛТВ, что он войдет в топ-20 в этом году. Да. Расскажи о своем опыте игры с ним. Я принимал это решение вписать его туда не потому, что я там с ним играл в фейст или еще что-то. Просто я смотрел на то, как человек развивается и имеет те ресурсы, которые у него были. То есть, когда у тебя в 23-м году, условно, 2-3 стояло в CSGO, а ты там спустя, там, ну вот 2 года, окей, прошло, типа он уже в одной команде со мной. У него было 2-3 стояло, у меня было 5000. Он очень сильно вырос за это время, то есть это уже свидетельствует о том, что он какой-то талантливый и жесткий гриндер. То есть почему я выбрал именно Ваню? То, даже типа похуй, что там я с ним играю и так далее, общаюсь и так далее, что мы с ним приятели. Это похуй. Подкупило то, что он очень много работает, у него постоянно много часов за 2 недели практически, как у меня, там 180-150, очень много постоянно, ну, то есть бывает, ну, было даже больше, там по 200 у него было, когда у меня там 120, это, ну, типа, это очень жестко. В моих глазах это прям то, что меня вдохновляет, восхищает и мотивирует работать еще усерднее, потому что есть люди, которые работают жестче меня. У Вани не было базы, и он за год из полностью зеленого игрока вырос полноценного тир 1,5, тир 1 игрока, который может соревноваться с игроками более опытными. Те цифры, которые он набивает на тех ролях, на которых он играет, это очень хорошо, даже при том, что у него не самая успешная команда. Он выжил все из тех ресурсов, которые у него были. И это очень сильно меня подкупило. Вот я хотел уточнить, где бы вы хотели увидеть Бориса? Я дал совет Киасуке, закинул удочку за своего братика Бориса. Написал, если они будут сосать, берите Бориса в команду, вы будете выигрывать. То есть ты видишь его в Фальконах? Это очевидно, да. На какой роль? Тоже на опорнике? Да. Да. Борис идеально им подходит, это прям охуенно для них. А вы представляете Борю капитаном? Нет. Пока нет. Короче, если дать Борису спейса, чтобы этим заниматься, у него будет хорошо получаться. То есть мид-колледж у него получалось хорошо, и, в принципе, он в Спирит, когда этим занимался, у него была хорошая статистика, он хорошо играл, и могу сказать, что это его стезя, потому что его сильная сторона в том, что мутиться там и доигрывать ситуацию, а не создавать ее. Колледж тяжело сказать, потому что это все же более глобальные вещи, а вот мид-колледж, я думаю, у него будет получаться на тир-1 уровне спокойно. Ну, мое мнение, если ты говоришь про капитанство именно полностью, Ну, когда IGL? то я думаю, что нет. Но Боря больше, вот то, что Даня сказал, это мид-коллер, может быть, потому что, ну да, это у него есть. Если не капитан, вот опорником, в каком составе ты его сегодня видишь? Ну, Даня вот хорошо сказал Falcons, это реально прикольно. Я посмотрел на такое, потому что Боря много чем может дать плюсы команде, которые, если они будут, там, допустим, Falcons, если не будут выигрывать, а будут проигрывать и будут... Вот, то это прикольно в Борю посмотреть. Я просто не знаю, что Боря сам хочет. Если он хочет европейские коллективы, то, мне кажется, во многих он может хорошо сыграть, нет? В СНГ нет спейса вообще, некуда идти в СНГ, идти только в Европу. А в СНГ из всех команд, которые я смотрю, это на данный момент, это точно не шаг вперед, а шаг назад. Но тут вопрос в том, что он сам хочет и как он будет делать. Вопрос в том, сделает ли он 2 шага вперед, после того, как он сделает шаг назад. Если он найдет такую команду, которая, типа... Если я говорю про СНГ, допустим, там Bad Boom сейчас соберут крутой состав, крутой менеджмент, крутого тренера, чтобы у них все работало, и Боря туда придет в готовый коллектив, то это круто. Но мне кажется, Боре нужно идти в готовый коллектив, а не создавать что-то там новое, типа из новых... Ну, грубо говоря, как Bad Boom сделали состав, я думаю, что такое тяжеловато будет. Мирик, ты что думаешь? Мне тяжело сказать. В любом случае, уход из этой команды для него шаг назад. По составам вообще тяжело сказать, потому что если он пропускает сезон, как я понимаю, если он прямо сейчас куда-то не перейдет, то, мне кажется, много составов изменится, и поэтому
Мне тяжело предположить. Но в моем понимании Борис это не капитан, не мидколлер, это игрок-функция. И он в текущий момент определенно должен приходить в состав, который уже существует, которому просто нужна замена. Нужна замена игрока пятой позиции. В целом все. Но я таких составов не знаю. Нормально. На данный момент. КС-ке скоро, нынешней версии, скоро стукнет 2 года. Были минорные фиксы в оружиях, в картах там что-то пиксели меняли, но в целом состояние, наверное, остается таким же, как и было. Что бы вы хотели поменять в сегодняшней игре? Может, вернуть какую-то мету? Ну, есть проблемы с неткодом, но они не такие критичные, какие были 2 года назад. То есть игра, в моем понимании, абсолютно играбельна, но как бы проблемы есть, но это не так страшно. Я бы вернул некоторые функции, которые были убраны даже не при переходе на CS2, а которые были убраны потом, уже в CS2, например, в UVModel, Bob и MT. Я не понимаю, зачем это сделали, но я надеюсь, это вернут. Мне это нужно, по крайней мере. Для меня есть проблема с гаммой, то что эта игра высветлена, С гаммой? и она желтая. С яркостью. Ага. Да, мне просто не нравится, как выбрана гамма в этой игре. Она просто, ну, плохая, не знаю. Визуально некомфортно, неприятно, не хочется. А если говорить про пушки? Про баланс оружия? Бля, я бы РПГ добавил, нахуй. Да нет, насчет оружия, да, в принципе, нормально все. Они, в принципе, по оружиям всегда в КСе было все нормально, балансно. Вот со всех версий брать. Добавляли, что, Дигл? Единственное, что они Как за UMP был лучше, чем ФАМАС вообще на всех дистанциях. Точно так же, как МП-9 сильнее ФМС. Там проблема в том, что ты можешь брать МП-9 и бежать и стрелять, потому что это пистолет-пулемет. ФМС это не пистолет-пулемет, да. И мета такова в игре, что неткод плохой, и поэтому ты можешь бежать и стрелять, поэтому МП-9 сильнее других, все. Также вселенная, где я пушу дорогу на Мираже с МП-9, просто бегаю и стреляю на 30 километров просто. Ну а хули? Так и разве не в этом же и смысл, что типа ты МП-9 берешь, ты в упоре ебешь, ФАМАС из того, что он стоит на 700 дороже, потому что он на дальней дистанции ебет. Так ты на МП-9 можешь перестрелять даже калаши на средней большой дистанции, даже если ты не бежишь. Я выхожу с топ-мида с калашом, второй армор, и ты с МП-9 с подвала меня перестреляешь. Да, это возможно, вполне. Вообще без шансов. Ну, хорошо. Ну, тебя, может, нет, я не знаю, я не играю против тебя в КС. Если по картам говорить? Да все тоже круто. Короче, я похуй апдейт сделал, блядь. Когда они догадаются ради меня, просто, пожалуйста. Чтоб я мог за КТ покупать калаш. Блядь, боже, я был бы счастлив, нахуй. Я готов доплачивать X2, нахуй, лишь бы просто купить. Я готов со своей кредитной карты, блядь, покупать калаш. Вот почему в CS 1.6 ты за теров мог купить юсп, но почему, ебать, мне не позволяют купить калаш, нахуй? Это потенциально адекватное изменение меты, но очень рискованное. Да, с покупкой ганов одинаковых за обе стороны. Это прикольно, это интересно, это реализовано в другой игре, но как это будет выглядеть в КСе, это точно повлияет на мету очень сильно, и это, скорее всего, изменит положение команд в рейтинге. Ну и контрибут раундов брать. Да, и, скорее всего, защита По будет 10. сильной стороной на всех картах. Ну, сколько они там стоимость добавят, если, допустим, калаш? Ну, это было бы прикольно, да. Есть, в принципе, как по мне, тоже рискованная, но оправданно рискованная идея, это убрать пистолетные раунды. Потому что они рандомные, и пул действий, пул вообще идей в пистолетных раундах, он невелик. Это довольно рандомная вещь. И к пистолетным раундам так относится большинство команд. Так а как тогда просто с накрученной экономикой стартовать? Сделать первый бай, чтобы у тебя были деньги на первый бай, и сделать что-то с бонусами, чтобы победа в первом раунде имела значение по экономике, не как сейчас. Потому что даже в случае победы в пистолетном раунде, команда, которая против тебя форсит, если она ставила бомбу за атаку, у нее ганы либо такие же, либо лучше твоих. Пистолетные раунды довольно деструктивны, потому что у тебя МР-12, потому что у тебя команда, которая проиграла пистолетный раунд, все равно форсит и имеет те же ганы, что и ты, и у тебя ломается экономика, если они выиграют. Это деструктивно, потому что у тебя во всех раундах есть определенное количество гранат, кроме пистолетных раундов, где у тебя на карте 3 стратегии, условно говоря, и во многом это рандом, особенно учитывая текущий неткод в игре, это еще больше рандом. Также 3 стратегии. Russian A, Russian Mid, Russian B. Окей. Примерно так оно и есть, на самом деле. Есть карты, по которым вы скучаете, которых не хватает? Ну, я скучал, на самом деле, по старому трейну, но его нет. Старый. То есть новый тебя не устраивает? Проблема этой игры, в моем понимании, то, что карты, которые делают, они очень грязные, визуально. Визуально много мусора, тебе некомфортно просто смотреть. Ты не видишь модельку, особенно если ты играешь на низком разрешении, как я,
Ты просто не видишь модельку во многих ситуациях. Это некомфортно, и карты в CS2 в сравнении с CSGO очень грязные. Очень много лишних, ненужных деталей. Тоже Инферно. Мне очень нравилось Инферно в CSGO. Я играл очень много на фейсте. Но в CS2 эта карта не играбельна. И визуально неприемлемо просто. Они добавят, если даже кэш, у них будет визуально так же примерно, как на трейне. Ну, он же есть сейчас в мастерской. Это... Ну, он ужасный. Не, если надо будет, мы будем играть. Просто тут вопрос в том, что мне тоже не нравится. Конечно, мы будем играть кэш. Я буду залезать на буст и сидеть там 1,5 минуты. Как развивается сама CS2, это прикольно, приемлемо. Но как игроку, типа, есть много вопросов. А что о них ныть, если похуй? Я бы мапу уменьшил просто до 2 карт. До 1, не, я передумал. Впереди нас ждет сезон интересный, с новыми командами, с кучей решафлов. Какие у вас ожидания вообще от сезона? Надеюсь, мы выиграем 7 чемпов подряд, как Виталий. Гонконг мы летим. Цель поставлена? У меня нет цели, у меня есть целенаправленности. Очевидно, это выигрывать как можно больше турниров и являться в своих глазах лучшей версией себя. Мамба-менталитет. Согласен с данным представителем Субъектом. справа. В общем, дорогие болельщики, мы постараемся реализовать наш потенциал, дать проявиться нашей молодой крови Цвейх. В общем, болейте за Team Spirit, ставьте лайк, подписывайтесь на этот телеканал и на телеграм Donk1221. Всем пока.